17 марта вышел новый апрельский бюллетень, и соцсети не затихают. По EB2 и EB3 стали даты current, по filing date и по final action date. На форумах пишут, что такого не было никогда. Давайте разберемся, на самом деле было или не было, что на самом деле происходит, и поможет нам сегодня разобраться опытный миграционный юрист Татьяна Аристова. Здравствуйте, Татьяна. Добрый день, здравствуйте, Данил, здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Татьяна, что в апрельском визовом бюллетене 2026 года самое главное? Могли бы рассказать? И в первую очередь, наверное, для рабочих категорий. Напомню зрителям и слушателям, что визовый бюллетень – это такое наше миграционное расписание. Он существует для людей, которые воссоединяются с родственниками в Соединенных Штатах, с гражданами, постоянными резидентами, а также для тех, кто получает документы через трудовую деятельность. И в основном в сегодняшнем разговоре нас интересуют первые три миграционные категории визового бюллетеня, связанного с работой, то есть employment-based. Это EB1, EB2 и EB3. Итак, EB1 – это первая миграционная категория, рассчитанная на людей, у которых, как они могут показать, есть выдающиеся способности. Это люди, скажем так, близкие к олимпийской медали, Нобелевской премии или добившиеся чрезвычайных выдающихся успехов в своей деятельности. Для них, по большому счету, ничего не изменилось. Визовый бюллетень как был current, так и остался. Но здесь важно пояснить, что значит current. Current означает, что человек может одновременно подать свою заявку на immigrant visa и на adjustment of status, если он находится в Соединенных Штатах. Как слушатели, наверное, знают, для того, чтобы получить грин-карт, человек должен не только доказать свое право на иммиграционную визу, но и получить ее либо в американском консульстве, либо через процесс adjustment of status, смена статуса без выезда из страны. Итак, вот эта вот категория EB1, она традиционно не имела слишком большого количества заявителей, поскольку доказать действительно какой уровень заслуг сложно, и поэтому всегда, в общем-то, эта иммиграционная категория не выбиралась квота, а у нас есть ограниченное количество мест в каждой иммиграционной категории, и поэтому всегда можно было подать заявку на иммиграционную визу одновременно с заявкой на смену статуса, на adjustment of status. А заявка на adjustment of status дает очень важное преимущество. Она позволяет человеку законно находиться на территории Соединенных Штатов. Она позволяет человеку иметь право на работу, а также иметь право на advance parole, то есть документ, позволяющий выход из страны, вернуться назад. Итак, что изменилось в новом визовом бюллетене на апрель? Не только вторая миграционная категория теперь дозволяет одновременно подать заявку на immigrant visa и на adjustment of status, но и третья миграционная категория, связанная со спонсорством через работодателя, тоже позволяет это сделать. Вот это вот большие изменения, которые мы сегодня можем с вами подробно обсудить. Татьяна, например, по второй категории EB2 в феврале объявили о выходе мартовского бюллетеня, и там даты стали current, но в dates of filing. А сейчас они стали current final action dates, то есть там есть две таблицы. И некоторые путаются между этими двумя датами, final action date, date of filing. Вы могли бы объяснить простыми словами, что это за две разные даты, чем они отличаются, куда нас надо смотреть и как это работает? Итак, в этой табличке есть две даты. Есть дата, которая называется Final Action Date. Это дата, когда людям уже выдают документы, выдают грин-карты или выдают иммиграционные визы, то есть могут принять решение по их вопросу об либо adjustment of status, либо выдаче immigrant визы в американском консульстве. А вот табличка Dates for Filing, она позволяет людям подать заявку на adjustment of status, то есть она касается только тех, в общем-то, по большому счету, кто находится в Соединенных Штатах. Хотя, конечно, для тех, кто находится за пределами, это тоже актуально, поскольку именно в соответствии с этой табличкой Госдепартамент или National Visa Center начинает собирать документы, открывает файлы, компьютерные такие личные кабинеты для сбора документов. И вот эта вот вторая табличка Dates for Filing, она очень актуальна, поскольку позволяет людям, если у них, например, заканчивается рабочая виза, подать заявку на adjustment of status и законно здесь находиться без необходимости покидать страну. Также это касается людей, у которых заканчивается другой какой-то статус, например, статус TPS или статус пароль, или студенческая виза, право на работу заканчивается. Вот если человек имеет возможность подать заявку на adjustment of status, то он может законно здесь находиться, пока заявка рассматривается. То есть это такой очень полезный мостик для тех, у кого заканчивается статус. Но это не значит, что
всем подряд нужно все бросать и подавать эту заявку, поскольку, как мы с вами уже сегодня выяснили, подавать ее можно только, если у вас есть право на adjustment of status, то есть вы либо подали, либо уже получили одобренную миграционную визу. И здесь очень важно понимать, что администрация Трампа внесла очень важные изменения в процесс. Если раньше при предыдущих администрациях человек мог подать заявку, например, на иммиграционную визу, и если она не одобрялась, то он мог снова подать эту заявку, не неся существенных потерь, кроме, может быть, материальных, а также какого-то психологического разочарования, то сейчас президент выдал такой вот указ, скажем так, который исполняет иммиграционная служба, о том, что все подобного рода неудачные заявки должны выливаться в то, что человеку придет приглашение в иммиграционный суд. То есть его поместят в removal proceedings, если у него нету визового статуса, законного статуса пребывания в Соединенных Штатах. Поэтому, безусловно, подавать такие заявки стало значительно более рискованно. И подавать их имеет смысл только если у вас есть очень-очень хорошее основание на получение миграционной визы. Но в этом случае, конечно, можно сопроводить сейчас заявкой на adjustment of status. Но опять же, даже если у человека очень хороший кейс, очень хорошее основание, стоит помнить о том, что если вот виза ваша, на которой вы находились, она уже на излете, и вы остаетесь только на заявке на adjustment of status, у вас не будет уже так называемого статуса. У вас будет lawful presence, вы будете законно находиться на территории Соединенных Штатов, но статуса у вас не будет. И перескочить потом на какой-то другой статус без выезда из страны уже не получится. И, как я уже сказала, существует риск, что в случае отказа заявители передадут в иммиграционный суд. Поэтому прежде чем подавать какие-то заявки на основании этих визовых бюллетеней, надо очень хорошо подумать и, безусловно, посоветоваться с лицензированным адвокатом. Да, я напомню, что это видео не является юридическим советом. Оно исключительно в образовательных целях. И если у вас есть вопрос, то обязательно проконсультируйтесь с лицензированным иммиграционным адвокатом именно по вашему кейсу. Контакты Татьяны Арестовой здесь внизу будут по ссылке в описании. Переходите, задавайте вопросы. И контакты моей компании visanow.ai. Мы помогаем со сбором и организацией документов на визы. Там же по ссылке в описании. Обязательно подписывайтесь, обязательно ставьте лайк, колокольчик, задавайте ваши вопросы. Татьяна, вот вы сейчас сказали про adjustment of status, когда есть уже одобренная петиция I-140. А если I-140 еще не одобрена, если она в статусе рассмотрения, то стоит ли дожидаться, пока она будет рассмотрена, и делать или не делать, например, премиум процессинг в этом случае, чтобы получить одобрение I-140 и подать adjustment of status? Безусловно, очень важный вопрос, которым сейчас в связи с ускорением, можно так сказать, визового бюллетеня столкнулись многие заявители. Поскольку люди понимают, что визовый бюллетень продвинулся вперед, эта ситуация может сохраниться или не сохраниться. Подавать на adjustment of status, не получив решение по 140-й форме, возможно, но, скажем так, более безопасно, конечно, это делать, если 140-я форма у вас уже одобрена. Поэтому многие думают о том, чтобы подавать свои заявки через так называемый premium processing. Это, безусловно, подход, который имеет место на жизнь, но стоит понимать, что если вы подаете заявки через премиум процессинг, возможно, у офицера иммиграционного не будет достаточно времени для того, чтобы в вашей заявке разобраться. Поэтому, опять же, стоит проконсультироваться с лицензированным адвокатом. В каждом конкретном случае есть плюсы и минусы, связанные с подачей заявки именно через премиум процессинг. И очень важно принимать решение в каждом конкретном случае, исходя из ваших документов, шансов на успех и исходя из того, насколько вероятно, что офицер успеет при наличии этого давления временного со стороны премиум процессинг, когда у офицера ограничено время на принятие решения, насколько он успеет разобраться в вашем деле и принять то решение, которое вы надеетесь, что он примет. Для категории EB2 National Interest Waiver, конечно, если адвокат рекомендует подать с премиумом, то самое короткое рассмотрение может быть 45 рабочих дней. В телеграм-каналах некоторые пишут о том, что грин-карту можно получить за несколько месяцев. 45 рабочих дней рассмотрения I-140, если одобрено, затем второй этап adjustment of status, и там сколько-то месяцев до получения уже грин-карты. На самом ли деле это так? На самом ли деле можно получить условно за несколько месяцев грин-карту? И более широкий вопрос по категории EB2 и
B2 National Interest Waiver. Вы могли бы более подробно рассказать, что означает апрельский визовый бюллетень? Апрельский визовый бюллетень показывает, что приоритетные даты стали current для выдачи не только решений по 140 форме, но и решений по 485 форме. Соответственно, есть вероятность, что решения по adjustment of status будут выноситься быстрее, чем раньше для категории B2. Однако стоит помнить о том, что мартовский, например, визовый бюллетень не был current. Мартовский визовый бюллетень показывал октябрь 2024 года. Это означает, что дел в системе довольно много, и тот факт, что сейчас могут выноситься положительные решения по выдаче грин-карты и иммиграционных виз, не значит, что они будут вынесены действительно в срок несколько месяцев. Дело в том, что по категории, например, EB1 приоритетная дата была current много лет и для подачи, dates for filing и final action dates. И практика показывала, что грин-карт по EB1 далеко не всегда приходила так быстро, как хотелось бы заявителям. Дело в том, что при выдаче грин-карт существуют довольно массивные проверки, и вряд ли это можно будет сделать так быстро, как обещается. Поэтому, да, безусловно, юридических препятствий к выдаче виз нет, однако рассчитывать на то, что грин-карты будут приходить за 45 рабочих дней, наверное, несколько наивно. Скажите, пожалуйста, а что означает апрельский визовый бюллетень для категории EB3? Там ведь тоже произошли изменения. Раньше была очередь, а сейчас одна из таблиц стала current. Вот вы могли бы пояснить для непрофессионалов, таких как я? Дело в том, что категория B3, в отличие от категории B2, всегда непременно связана с процессом, который называется Labor Certification, то есть это заявка, которая оформляется в Департаменте труда. Категория B2 может оформляться либо через Департамент труда, через Labor Certification, либо через National Interest Waiver, когда работник просит waiver этой процедуры, называемой Labor Certification, и показывает, что предлагаемое им начинание будет в национальных интересах Соединенных Штатов. А вот для категории B3 нужно обязательно пройти через Департамент труда, и нельзя подать заявку в иммиграционную службу, пока Департамент труда дело через себя не пропустил и не одобрил так называемую форму PERM, она еще называется 9089 или Labor Certification. Соответственно, все люди, которые получили этот одобренный PERM по категории EB3 конкретно skilled worker, там есть еще категория неквалифицированный рабочий труд, other workers, которая не является current, но то, что касается skilled workers, действительно, они могут подавать на adjustment of status сейчас практически все, то есть люди, которые уже довольно долго собирались ждать, еще буквально пару месяцев назад, сейчас неожиданно получили возможность подать на adjustment of status. Поэтому, безусловно, если у человека есть одобренный Labor Certification, то он может подать и на immigrant визу, и на adjustment of status одновременно, тем самым ускорив свой иммиграционный процесс. Конечно, при условии, что его работодатель имеет все необходимые документы для того, чтобы I-140, immigrant visa petition, была одобрена, включая, как правило, самый сложный вопрос – это ability to pay, то есть возможность платить зарплату данному заявителю. Но, в общем, это очень-очень хороший сигнал для тех, у кого петиция идет по EB3. Некоторые юридические фирмы за последние дни назвали данный апрельский бюллетень вообще историческим событием, которое возникает раз во много лет или вообще никогда не возникало. Я не знаю, почему они считают таким необычным или рекордным, но в то же время многие прогнозируют ретрогрессию, то есть предупреждают об откате дат назад, что, возможно, к лету, к июню или к какому-то другому месяцу опять эта очередь появится. Вот вы могли бы сказать в целом и про рекордность этого бюллетня, и про предполагаемую ретрогрессию? Как вы считаете, произойдет этот откат? И если да, то когда это возможно? Да, я думаю, что ретрогрессия вполне возможна. Точных причин, почему так продвинулся вперед визовый бюллетень, мы не знаем, но есть предположения, связанные с тем, что именно запрет президента Трампа на выдачу иммиграционных виз для людей, которые едут из-за рубежа, из 75 стран, которые сейчас столкнулись с временным запретом, как раз этот запрет и повлиял на то, что визовый бюллетень так необычно продвинулся вперед.
И поэтому это, безусловно, окно возможностей для тех, кто долго ждал и мечтал подать заявку на adjustment of status, ее все-таки подать. Как мы знаем, на апрель визовый бюллетень является current, но в мае он может уже не быть current, а говорят, что к июню, скорее всего, он перестанет быть current. Поэтому, скорее всего, апрель и максимум май – это то самое окно возможностей, в течение которого людям стоит поторопиться и подать заявки на adjustment of status, если у них, во-первых, есть на это право, а во-вторых, если их адвокат советует им это сделать. А если человек подается, естественно, если адвокат советует, и потом в апреле или в мае подался, а потом в мае произошел откат, появилась очередь. Но в апреле человек подал на не только I-485, но также формы на разрешение на работу, на адванс-пароль, право на выезд. Если произойдет потом откат, то останутся ли вот эти права? То есть что останется, а что может откатиться? Если дата подвергается ретрогрессии, то уже поданные заявки находятся в процессе, и, соответственно, если человек подал заявку на право на работу, она будет рассматриваться, право на работу такому человеку будет выдано. Это же касается адванс-пароля, и это же касается остальных документов. То есть все, что было уже принято иммиграционной службой, как правило, остается в процессе, не возвращается назад заявителю, и, соответственно, заявитель получает очень важное преимущество, он получает lawful presence, то есть он законно находится на территории Соединенных Штатов, что очень важно, если, например, человек потерял свою рабочую визу или теряет ее, человек не может больше продлевать эту визу, там расстался с работодателем, еще какая-то причина. И в этом случае подача на adjustment of status, безусловно, спасает человека, дает ему возможность находиться законно. Вот. Но, опять же, важно помнить, что именно либо очень сильная 140-я форма, либо одобренная 140-я форма, то есть Immigrant Visa Petition, это очень важный компонент такой заявки, поскольку если человек находится без статуса, ему будет отказано в 140-й форме и в adjustment of status, его дело передадут в Immigration Court, и ему придется доказывать иммиграционному судье, как и почему он должен здесь оставаться, или ему придется просить добровольный отъезд. Татьяна, буквально 2 слова о семейной очереди, потому что в визовом бюллетене произошли изменения по срокам по семейной миграции также. Например, F2A выглядит сейчас лучше других. Но могли бы прокомментировать в целом изменения по бюллетеню? В каких случаях, может быть, человеку стоит начать смотреть в сторону employment-based иммиграции, а не ждать годами семейной очереди? Безусловно, семейная миграция сильно затянута, сроки просто космические. F2A – это категория, связанная с супругами, несовершеннолетними детьми постоянных резидентов Соединенных Штатов. Уже довольно давно она близка к current, она не является current, но близка к current, скажем так, была. То есть это говорит о том, что небольшое количество заявок, а на апрель этот срок еще сократился, то есть в принципе, люди, которые подают документы по этой категории, могут подать и находиться здесь, на территории Соединенных Штатов, если они подали заявку на adjustment of status. Если они находятся за рубежом, то для них продвижение не такое большое, поскольку, опять же, там есть 1,5-2 года срок ожидания, прежде чем человек будет приглашен на интервью. Но не забываем про 75 стран, которым Трамп пока сделал такую серьезную паузу в рассмотрении их иммиграционных виз. Значит, что касается выбора между employment-based и family-based, безусловно, если человек, например, подал на воссоединение семьи, родитель, например, подал на воссоединение семьи со своим ребенком, ребенок проживает где-то за рубежом, и у него есть возможность получить здесь работу, подать документы или на основании своего собственного бизнеса, или на основании предложения о работе здесь, в Соединенных Штатах. Конечно, об этом стоит подумать, потому что семейная миграция тоже ограничена квотой, и при наличии очень большого спроса эта очередь двигается очень-очень медленно. Скажите, пожалуйста, а если человек, допустим, в Казахстане или в какой-то другой из этих 75 стран ждет консульскую обработку своей визы, employment-based визы, что он может сделать сейчас с учетом, во-первых, этой паузы, во-вторых, апрельского бюллетеня? Ну, зависит от того, какую конкретно визу ждет человек. Если человек ждет, например, иммиграционную визу, и вот он попал под эту паузу, связанную с 75 странами, то стоит помнить о том, что такой паузы нет для виз неиммиграционных. Но, опять же, многие неиммиграционные визы требуют намерения вернуться на родину. И наличие уже одобренной иммиграционной визы может помешать человеку воспользоваться такой неиммиграционной визой.
Исключением является, например, виза L1A или L1B. L1 визы, они не требуют намерения вернуться на родину, они могут быть хорошей альтернативой. Возможно, у человека может быть предложение о работе, это виза H1B, но здесь стоит помнить о том, что администрация Трампа ввела сбор в $100 тысяч с большинства заявителей на эту визу, и вряд ли это является реалистичным для большинства заявителей. Ну и плюс H1B у нас имеет лотерею, которая вот уже завершилась, и, соответственно, поучаствовать в лотерее, скорее всего, можно будет только в следующем году. Особенно хороших альтернатив к иммиграционной визе нет, но вот виза L1 – это виза, о которой стоит подумать, поскольку для оформления именно этой визы не требуется наличие неиммиграционных намерений, но есть другие довольно серьезные требования. И я напомню нашим зрителям и слушателям, что мы недавно с Татьяной разбирали L1 и все подкатегории довольно подробно, и вот или в этом углу будет ссылка, вы можете перейти и посмотреть более подробно про L-визы. У нас в чате был вопрос от подписчика, я хочу зачитать его практически дословно. Человек подал петицию по EB-1A, находясь за пределами США, и получил одобрение. Но в январе возникла пауза для 75 стран, и по которой нельзя получить визу в посольстве США. Если есть у него действующая туристическая виза B1, B2, может ли он поехать в США и подать изнутри США на смену статуса? Одобрят ли смену статуса изнутри и позволит ли USCIS сменить статус? Спасибо за этот вопрос. Короткий ответ – нет. А теперь давайте разберем, почему. Итак, дело в том, что виза B1, B2 предназначена для коротких туристических визитов и требует намерения вернуться на родину. Если человек приезжает в Соединенные Штаты по визе B1, B2, заранее зная и намереваясь остаться здесь, в Соединенных Штатах, то это считается обманом иммиграционной системы, обманом иммиграционной службы. И в таком случае человек очень-очень рискует тем, что его заявка на adjustment of status будет отклонена, хотя формально он имеет право ее подать, но, скорее всего, она может быть отклонена именно по той причине, что человек воспользовался визой B1, B2 для того, чтобы обойти вот эту вот паузу, этот запрет, который введен для 75 стран. И в этом случае может быть не только отказ, но и передача дела в иммиграционный суд, возможно, даже задержание иммиграционной службой ICE, поэтому мы категорически не советуем такими путями сюда пробираться. Это неправильный путь. Стоит помнить о том, что петиция EB-1A, она не истекает, она действительно как бы вечна, пока ваше дело сохраняет актуальность, эта виза действительно. Поэтому стоит дождаться изменения правил, над которыми сейчас, собственно, работает администрация. Этот временный запрет обязательно когда-то будет снят, и по вашей визе вы сможете спокойно въехать, никого не обманывая, не прибегая к каким-то сомнительным, скажем так, дорожкам. Некоторые юридические фирмы за последние дни, вот в конце марта, сказали, что у них наплыв клиентов. Вы могли бы поделиться вашим опытом, какие изменения происходят, какие клиенты, какие категории больше всего выигрывают от апрельского бюллетеня и что вы ожидаете в апреле? Да, безусловно, мы работаем с большим количеством работодателей, и многие из них очень рады возможности подачи заявки на adjustment of status для работников, на которых делался процесс labor certification и делалась иммиграционная виза. Поэтому, безусловно, это люди, которые обращаются сейчас. Работодатели рады, что, возможно, им удастся сэкономить на продлении визы H1B, что для работодателя большой плюс. Работники, опять же, те, кто находится в каких-то статусах, которые неизвестно, будут продлеваться или нет, например, в статусе UFU, в статусе TPS, эти люди, они уже могут закрыть свои иммиграционные дела как-то подачей на adjustment of status и прекратить волноваться на эту тему, чего они в основном, безусловно, заслуживают. И что касается категории EB2, тоже обращается большое количество людей, но здесь очень важно сделать правильный выбор, и при отсутствии, например, одобрения миграционной петиции подавать на adjustment of status стоит только в том случае, если, во-первых, нет других вариантов, а во-вторых, человек уверен в том, что его дело, безусловно, сильное и готов принять риск того, что в случае отказа дело может быть передано в иммиграционный суд. Поэтому здесь нужно смотреть на много таких меняющихся обстоятельств, принимать сбалансированные решения в каждом индивидуальном случае. Я вижу самый популярный вопрос после выхода апрельского бюллетеня. Что
делать прямо сейчас? Что можно сделать? У нас много зрителей из самых разных стран. Люди на разных статусах, на рабочей визе, на студенческой, U4U, TPS. Вот какие бы шаги вы посоветовали им сделать после выхода этого бюллетеня? Безусловно, советую разобраться в ситуации, подумать, стоит ли вам предпринимать какие-то срочные шаги, или, может быть, эти позитивные перемены вас не особенно касаются. Стоит не паниковать, не бросаться в какие-то беспорядочные действия только потому, что кто-то что-то предлагает и обещает очень быстро за несколько месяцев сделать вам какие-то документы. Скорее всего, это не так. Нужно взвешенно и спокойно подходить к решению своих иммиграционных вопросов. Безусловно, консультироваться только с лицензированными адвокатами, поскольку человек, который имеет лицензию, отвечает перед законом своей лицензией и может давать вам только грамотные советы. И, безусловно, это то, что стоит сейчас сделать. Спасибо вам большое за ответы, за ваше время, за то, что делитесь экспертизой, Татьяна. Спасибо вам, спасибо зрителям и слушателям. И пусть все визы будут одобрены. Пока.